административному району. Ну и, друзья, уже как бы подводя итоги, последние, ну не подводя итоги, подводя итоги по городу Николаеву, досмотрите, мы будем говорить в целом еще о регионе. Мы видим, что на графике рисунки за год период исследования, это тенденции называется, март 2025 год это было $496, март 2026 год $478, что показало нам динамику снижения минус 3,63% за год. Также индекс мы видим. Давайте расскажу вам, что такое индекс стоимости недвижимости, это вторичный рынок, на примере класс социального жилья. Он в данном случае отрицательный 0,964. Друзья, напомню вам, что индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости или квадратного метра во времени. Показываю на примере, это легко сделать, если у вас есть статистические данные. 478 делим на 496, получаем в годовом измерении снижение минус 3,63%, или же вот этот индекс стоимости недвижимости или изменения стоимости во времени отрицательный 0,964. Немного рекламы, друзья. На протяжении многих лет я и компания Limb Consulting готовим исследования для крупных украинских системных банков, также иностранных банков, которые работают на территории Украины. То есть мы готовим индексы рынка недвижимости. И я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или риск-менеджменту. То есть данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих, друзья, в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И вот наша синергия знаний помогает и вам, друзья, облегчить ваш сложный бизнес, и мне развиваться, естественно, и компания Limb Consulting. Для того, чтобы меня найти, вы посмотрите описание канала. Там есть два телефончика, Viber, один кипрский, один, значит, киевский. Можем созвониться, составим техническое задание, и вы будете видеть, как меняется стоимость недвижимости во времени, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть, еще раз напомню, синергия знаний, вы знаете, как меняются деньги во времени, стоимость меняется, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Ну, это была реклама, без нее никак нельзя. Запомнили снижение 3,5% в меньшую сторону округлим, чтобы в памяти зафиксировать. Ну и, друзья, последний слайд, подводя итоги в целом уже по региону. Период исследования март 2026 год с мартом 2025 года. Карта осталась та же самая. Давайте пройдемся по внизу по табличке экселевские данные. Одесса, $732 за квадратный метр. Напомню вам, это класс социальное жилье. За год с какого-то перепугу рост плюс 3,24%. Город Николаев, индекс положительный, единичка 0,32. Город Николаев, $478 за квадратный метр. За год снижение минус 3,63%. Индекс отрицательный 0,964. В среднем мы видим, что вот сравнивая это среднее арифметическое число 605, видим, да, долларов за квадратный метр, это март 2026 год, что показало нам динамику роста незначительную, но это уже затухающая динамика роста за счет города Одессы. Видите, здесь город Одесса еще продолжает расти, хотя это уже затухающая динамика. Она раньше недвижимость росла по проценту, теперь, значит, мы видим там где-то по полпроцента, по 0,20% за месяц, я имею в виду. Итого 0,41% в годовом измерении, рост в целом по региону, индекс положительный, единичка, запятая 0,04. Ну вот теперь давайте очень быстро о прогнозах. Я просто на цифрах, не закрывая данную табличку,
расскажу вам, что город Николаев будет продолжать дальше показывать снижение стоимости квадратного метра, и поквартально это будет по 0,5%, может даже чуть больше. То есть в первом полугодии 2026 года мы увидим, что вот здесь уже будет не 3,63% снижения, а добавим еще 1,5%, но если это по 0,5%. Итого мы увидим снижение где-то минус 5%. Плюс-минус, друзья, точно цифру не угадываю. Ну, я не занимаюсь тем, что угадываю. Я вам говорю о тенденциях и обосновываю это макроэкономическими показателями, которые я учитываю при прогнозах. Это называется метод многофакторного анализа. Город Одесса на протяжении январь-февраль-март продолжает незначительный рост, но если, ну как, вниз сходящая динамика. То есть январь, февраль, март мы видим, что по 0,5% снижается стоимость квадратного метра, но динамика роста еще остается положительная. Я думаю, что и весь второй квартал мы будем видеть незначительное снижение по 0,5%, то есть к концу первого полугодия где-то 2%, может 1,5% будет положительная динамика роста еще, но видите, затухающая, то есть она все-таки снижается медленно, не так быстро, как она росла весь 2025 год, я имею в виду стоимость квадратного метра. Итак, друзья, останавливаю показ слайдов. Ну, очень подробно вам рассказал, прямо разложил все по полочкам. Пришло время, друзья, прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке жилой недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео. Пишите, кстати, вопросы, задавайте. Я с удовольствием умным людям отвечаю. Только, пожалуйста, вот не ругайтесь. Не люблю, когда ругаются. У меня аж не политический контент, да. Он и не развлекательный, друзья. Этот контент для людей, которые хотят думать, которые хотели бы разобраться хотя бы для себя в процессах, которые происходят на рынке недвижимости Украины. Многие, как я, уехали с Украины и хотели бы знать, и при этом осталась недвижимость в Украине, хотели бы знать, а что происходит с недвижимостью, растет она в стоимости или снижается. То есть категория людей достаточно, узкий такой круг, достаточно узкий, потому что подписчиков у меня там порядка 5000, по-моему, там чуть больше. Поэтому, друзья, не ругайтесь, это не ток-шоу политическое, то есть это не моя тема. Но пишите, а все, что касается анализа рынка недвижимости или какие-то вопросы, которые вас интересуют, я с удовольствием, друзья, отвечу. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, и вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Limp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. До встречи, друзья, в следующих моих видеороликах.